Всем привет! Вы на канале корпорация Зеленая планета. Сегодня будем менять моторное масло в этом тракторе. И я хочу рассказать без всяких преувеличений, без оплаченных блогеров, как смотришь обзоры на трактора, на китайские. Какого не посмотришь блогера, везде, какой бы китайский трактор у них не был, везде так расхваливают, как будто чуть ли там он не сам пашет, этот трактор. То есть все под шаблон как бы рассказывают. О каждом тракторе рассказывают, ну, просто идентично. Вот как бы столько блогеров пересмотрел, и у кого на обзоре трактора, то есть прям такие все аж, ну я не знаю, лучше там Джандиров чуть ли не. Вот, поэтому я сегодня расскажу без каких-либо прикрас всю правду о плюсах, минусах этого трактора. Итак, поехали. Масло в этом тракторе меняется очень легко. Вот сливной болт, фильтр, ключ на 17 нам понадобится. В принципе, масло, новый фильтр, как бы, и все. Откроем капот. Так, посмотрим. Трактор эксплуатирую второй сезон. Как можно видеть, никаких подтеков, нигде ничего нету. Вот. Тут какое-то небольшое запотевание, но это, скорее всего, просто грязь, да, и когда тут ничего такого. Вот такой вот двигатель. Аккумулятор на 100 ампер-часов. На двигателе, вот маркировка двигателя. Кому интересно, такие вот его параметры, характеристики. Тут, как видим, все сухо, ничего нигде не подтекает. Вот. Так, ну что, откручиваем. Сначала открутим заливную пробочку. А что тут у нас? А тут у нас первый косячок. Ее разъело или что это с ней стало? Непонятно. Что это за косяк? Вот и первый косячок вылез. Вот за сезон. Пожалуйста, пробочка. Я не знаю, что с ней стало. Я просто как бы разъела или что это такое. Да. Вот. Пожалуйста. Первый минус китайского трактора на лицо. Очень даже интересно, как такое вообще могло произойти. Масло разъело или что, от чего оно. Но вот видите, друзья, а блогеры оплаченные вам бы такого никогда не сказали бы, не показали.
Вот что стало с пробкой. С последней замены масла. Сейчас буду как-то выкручивать ту и как-то думать что-то, чем закрутить. Конечно, неожиданно. Неожиданно. Тут еще одна. Тоже заливная, как бы. Сейчас посмотрим, может тут то же самое. Взять. Угу. Зажато. Трактор уже горячий. Ну, то есть я перед этим двигатель прогрел. Так что... Блин. Капец тут. Ладно, пойду возьму. У меня есть такой ключик. Пойду им попробую. В общем, друзья, такая засада. Придется снимать клапанную крышку. Потому что как бы ковырять неохота, чтобы туда мусора не налетело. Вот. Поэтому я сниму клапанную крышку. Конечно, прокладки у меня нету. Взять, наверное, герметик. Герметик потом посадить. В общем, конечно, досадная штуковина произошла. Вот вам, пожалуйста, новый трактор. Один сезон отработал. И вообще не могу понять, даже предположить, что стало. Почему так стало. В прошлом сезоне, кстати, я даже ее не откручивал. Либо это на заводе, либо я не знаю. Потому что в прошлом сезоне я вот тут заливал масло. Я вот здесь. Вот здесь вот. Как бы здесь удобнее просто заливать. Вот тут. А туда даже не... Конечно, капец. Ну, буду откручивать клапанную крышку. Так, крышка снята. Тут прокладка была такая, она как бы бумажная какая-то. Вот, но сейчас я, или как она, паранитовая, или как она правильно называется. Это. Вот, я, наверное, сейчас закажу новую. Позвоню в сервисный центр, наверное, спрошу, новые есть или нет. Вот, пока масло поменяю. Но прокладку закажу, потому что как бы на герметик это хорошо, но лучше бы поставить прокладочку оригинал. И вот, дорогие друзья, вот смотрите, я вообще не могу понять, каким образом вот так вот это все сломалось. Либо от вибрации оно как-то подкручивалось, либо что, но у меня просто нет предположений. Она какая-то, она, смотрите, вот мягкая вообще. Ну, у меня только одна мысль: от вибрации она как-то натягивалась. Двигатель горячий. Ну вот смотрите, вот ну, как можно вот заливную вот такое вот делать. Он руками сжимается пробка. Конечно, она отломается. Двигатель горячий. И вот как еще она не расплавилась, странно, и не потекла туда. Ну вот один из минусов китайского тракторостроения. Вот такие вот дела, друзья. Клапанную крышку поставил на место, на герметик. Пока заказал прокладку, и я пришел к выводу,
что вот эта вот пробка, ну, потому что, ну, у меня такое мнение, ну, другого просто быть не может. Что ее сломали либо на заводе, либо при сборке. И просто-напросто склеили ее и назад вкрутили. Потому что, ну, другого, блин, у меня, ну, просто в голове не укладывается, как такое вообще могло быть, как могло такое произойти. Может, вы, дорогие друзья, мне скажете в комментариях, ну, потому что, ну, я не знаю, ну, это сама, видите, она... И пришел к такому выводу, что при сборке, либо на заводе, там, я не знаю, при заливе масла ее просто перекрутили, сломали или там что, просто склеили и всунули обратно. Ну ладно, в принципе это мелочи, как говорится, на скорость не влияет, но немножко неприятная ситуация. Итак, продолжим замену масла. Сейчас откроем, открутим вот этот вот болт сливной. Будем сливать. Так, ключик на 17. Начинаем откручивать. Это убрать. Так. Главное сорвать, там рукой легко идет. Вставляем сразу, поменьше на землю. Начинаем откручивать. Главное не уронить сейчас болт в бутылку. Потом доставать. Вот. Все. Масло пошло. На землю не проронили ни капельки. 5 литров, по идее. Посмотрим сейчас, сколько сольется. Ну, по щупу было чуть меньше верхней отметки. Зимой я трактор не эксплуатировал. Вот, прошлый весь сезон. Обкатку, ну, обкатку уже первая замена была. Уже вторая замена масла. Вот. В этом сезоне опрыскивателем только, ну, да, в принципе, уже спахал, опрыскивателем пользовался, культиватором, ну, немножко поработал, ну, немного, где-то соток 30-40 спахал, прокультивировал, и гектар опрыскивателем 2 раза прошелся. Все по инструкции, по моточасам. Подошло время замены. Я сразу же меняю. Пока сливается масло с двигателя. Вот почти 5 литров. В принципе, как заливал, так и есть. То есть за сезон масло у меня не сожрало ни грамма. Это радует. Масложора нет. Но новый трактор. Может, двигатель. Пока как бы смотрим все. Ну, вроде все хорошо. То есть масло не сожрало ни грамма. Это отлично. Так вот, снял воздушный фильтр. Сейчас я его промою в солярочке. И масло здесь черное. Тоже, видите, как бы полностью все грязное.
Вот. Пойду за емкостью. Схожу, пока там сливается до конца. Лью солярочки, промою воздушный фильтр. Так, масло слил. Сейчас еще масляный фильтр. Ой, что-то не туда. Аккуратненько. Ветер. Я сейчас уроню, наверное. Нормально. На землю практически не попадает. Пару капель упало. Так, все аккуратненько. Так. Ну вот, получилось 5 литров. Ну, вместе с фильтром чуть больше. То есть, как в прошлом году залил, так в этом году и слил. Отлично. Так. Еще масляный фильтр Stellax. Такая вот маркировка, если кому интересно. То есть оригинальный фильтр, ну якобы там, я не знаю, оригинальный. Вот сейчас я покажу вам его. Ну вот вы видели, в принципе. Ладно, сейчас покажу. Вот с такой вот маркировкой. Сейчас. С такой вот маркировкой. Что-то по-китайски написано. Вот его 6. Там что-то там. Стоит 100 рублей. Белорусских. 100 белорусских рублей это, ну, поделить на 3,3. Сколько это получится? 30 долларов. Ну, 30 долларов. А этот стоит 10 долларов. Я не понимаю, зачем платить больше. Там Китай, тут Китай. По каталогу все идентично. То есть, я не знаю, за фильтр 100 рублей отдавать, ну, извините. Вот взял вот такой. Смазываем маслицем резиночку. Не знаю, наливать, наверное, надо. Или сухой вкручивать. Или наливать. Я налью.
фильтр сразу масла. Так. Опачки. Оп, хорош. Откручиваем. Так, все отлично. Крутилось. Так. Все. Втираем. Беленький такой фильтрик. Все. Так, откручиваем заливную. Че я вообще полез туда, в эту клапанную? Не знал бы себе. Спокойно бы ездил. Она там еще болталась на чем-то. Хотя нет. Пыль туда залетала. Ой, поэтому хорошо, что я туда залез. Так, вставляем леечку. Так. И заливаем масло. Масло 10В40. Полусинтетическое. Люксовое для тракторов и грузовых машин с повышенной, как это называется, в общем, не знаю, как это по-научному называется, с повышенной работой двигателя или как. В общем, льем 5 литров. Так вот. Сейчас там чуть-чуть осталось. Крутанул двигателем, наверное. Сейчас пощупаю, посмотрим, в принципе, сначала. Все снимаю, как вы видите, практически одним кадром. Сейчас, ну, ждем, пока оно сольется. Ну и сейчас, так, сколько тут осталось? Чуть больше литра осталось, еще подолью. Серединочка. Сейчас она стечет еще. Сейчас крутану двигателем. Немножко так. А где я дел? Где я дел? Вот. Сейчас закрутим. Крутанем. Вот эти вот пластмассовые, конечно. Ну, тут хоть этот самый пластик хоть нормальный, твердый. Но там я вообще не понимаю, почему так.
заводим. Давление масла показывает. Сейчас посмотрим. Так. Давление показало в норме. Тут нигде не подтекает пока. Что ж мне делать с этой крышкой, блин? Пока заткнул тряпочкой. Сейчас буду искать какую-то пробку, блин. От шампанского, может, туда. О, ну тоже, в принципе, раз где-то размягчиться. Не знаю, почему такое сделали. Опять же попробовать склеить. И опять вкрутить, потом опять эту клапанную крышку откручивать. Если сломается. Тут вот, тут видно, что было склеено. То есть было поломано, взяли, склеили, вкрутили назад. Ай, конечно, блин. Неприятная ситуевина. Ну, блин, ну вот это вот, ну что это такое? Это капец, конечно. Ладно. С этим разберемся. Так, где у нас щуп? Вот у нас щуп. Еще не стекло. Еще когда заливал, показывала выше середины. Сейчас ниже нормы. Разошлось по системе. Сейчас надо подождать. В общем, масло вот. Посерединке. В общем, с маслом все понятно. Масло заменили. Идем дальше. Что меня не устраивало в этом тракторе вообще, что в нем произошло за сезон. Значит, вышел из строя выключатель массы. Вот такой вот. Думаю, что он не заводится. Не могу завести трактор, и все, блин. Оказывается, причина была в выключателе массы. Правда, сервисный центр позвонил, без проблем. Поменяли на новый, по гарантии. Все отлично работает. Дальше. Датчик давления масла. Мне трактор пришел. Я там 7 часов на нем обкатку делал. Потек. Или плохо закрутили при сборке, или что. То есть потек датчик давления масла. Тоже без проблем. Приехали, поменяли. Ну, что там еще? Еще. Тоже вот тут вот что-то плохо, когда устанавливали, или не дожали, или что. Капало масло здесь, в гидровыходах. Это гидравлики. Ну, вроде как бы дожали, все нормально. Так, далее. Что еще?
Вот это вот глушить двигатель. Тут такая была пластмассовая пимпочка красная. Она была тоже с пластиковой резьбой. То есть от вибрации она где-то просто-напросто соскочила. Я ее потерял. Ну, так, что еще? Да. Замок зажигания тоже вышел из строя почему-то. Ну, блин, оно такое не очень-то надежное на самом деле. Ну, тоже позвонил в сервисный центр. Или мне трактор такой попался, какой-то, блин, недоделанный. Или что, вроде мелочи, а вот такое вот выходит. Ну, позвонил в сервисный центр, тоже без проблем. Приехали, поменяли. То есть топливный, датчик давления масла, замок зажигания, выключатель массы. Вот, в принципе, и все. На этом минусы как бы и заканчиваются. Дальше, в принципе, как по мне, ну, одни плюсы. Мост. Нигде ничего не течет, не подтекает. Здесь все забито смазкой. Так, что тут у нас тут? Ага, надо уже в мосту, кстати, тоже поменять. Масло оно есть, но чуть-чуть ниже половинки. Поэтому надо поменять. Так, ну это завтра, это я этим займусь уже. Так вот, о тракторе, в принципе. Шифинг SF244C меня полностью устраивает. Все задачи, которые мне надо выполнить, он выполняет. Едет нормально. Ну да, единственное, не хватает амортизации. Вот эти вот пружинки, которые здесь якобы должны как-то амортизировать. Ну, на гравейке, скажу я вам, не очень приятно ехать. Лучше ехать стоя. Вот. Ну, а так, в принципе... Ах, да, еще... Я не знаю, вот это вот решение прицепного. Но оно как бы не зафиксировано, болтается. Ну, задом сдаешь, например, трудно поймать, чтобы ровно прицеп выровнять, так как он давит на вот это надышло, а не ровно стоит. Но это тоже как бы, ну, это как-то так себе решение. Поэтому я, наверное, заварю только ниже на вторую, чтоб не мешало вому работать, ну, одевать. Но так низковато будет. Ну, не знаю. Вот это вот не нравится мне, как, ну, сделано тоже непонятно. Как бы ни фиксатора никакого, вот просто вот так вот давит на дышло и все. Это неправильно. Так, ну, а так-то в принципе все меня устраивает. Свою работу он выполняет на 100%. Основная работа у меня, в принципе, немножко вспахать. Вон, видите, тут чуть-чуть вспахать, прокультивировать. И другое поле там у меня есть, гектар. Опрыскиватель вот, тут стоит.
Вот такой вот опрыскиватель. Немножко пару слов по опрыскивателю. Все тоже устраивает, как работает, все хорошо. Но вот здесь надо поставить краники. То есть, когда штангу ну, если тебе, ну, не надо полностью штангу разворачивать, а только половина, чтобы штанги работала. То есть, когда включаешь, получается, с этих форсунок, ну, брызгает тоже наверх. То есть, вот здесь вот краник ставить, чтобы перекрыть штангу, ну, полштанги. И будет все нормально. И так все, в принципе, в этом опрыскивателе меня все устраивает. Правда, в комплекте должен идти был шланг для забора воды с прудов там, или с колодца, или с каких-то емкостей. Его почему-то не положили. Я там спрашивал, где мой шланг. Мне так толком ничего не ответили. Ладно, мелочи. Вот. Плуг тоже, в принципе, работает нормально. Грядообразователь. И культиватор. Не хватает мне, конечно, фрезы. Надо купить фрезу. Вот. Ну, это... Ну, в принципе, она мне по скоку, по стольку. Тут вон и культиватором нормально. Не обязательно эта фреза. Земля уже выработана. Поэтому можно плуг, культиватор и нормально. Вот такая вот у меня тепличка. Вот. Ну, по трактору. Что-то отвлеклись мы. По трактору, в принципе, меня устраивает. По лакокрасочному. Ну вот тут что-то шелушится уже. Надо подкрашивать, чтобы коррозия не пошла. Вот здесь можно подкрасить жаростойкой краской. Ну, огнеупором или как там, краской специальной. Крылья вроде все нормально тут. Резина тоже хорошо. В общем, устраивает меня этот трактор. Цена, правда, что-то немножко завышена в Беларуси на него. В России, в Украине они дешевле намного. Не знаю, чем это связано. Но разница ощутимая. То есть даже вот если поехать в Россию, не знаю, на лафете, купить там трактор и приехать сюда, он станет ощутимей дешевле. Как минимум на $2000. А в Украине так они, так и все 5. Где-то, да, ну, может, не 5 уже, ну, 3, 4. То есть не знаю почему. Такие дорогие. Ну, трактор в принципе хороший. То есть как бы тяговитый, по мощности. Плуги тянет хорошо и по сырой земле, и по сухой земле. То есть нормально. В работе меня устраивает полностью. Ну, вот эти вот мелочи, которые как бы повылазили. Ну и опять же вот эта вот трещина, видите. То есть мне привезли уже с этой трещиной. И когда меняли датчик давления масла, вот как бы неаккуратно зажали, и вот пошла трещина. Ну, тоже я уже не стал ругаться, уже как бы, ладно. Ну, можно ж как-то, блин, все равно это все аккуратнее было делать. Все-таки это же техника и не дешевая техника. Ну вот. Коробка мощная, задний. Так, мост.
передний мост. Вот видите, бортовой. Все устраивает. В работе полностью устраивает. Вот, ну, как-то так. Вроде все рассказал, без каких-либо утаек, без прикрас, как любят говорить, говорить там, да, эти проплаченные блогеры, что ах, какой хороший трактор, покупайте его и только его. И так на каждый трактор. На какой не смотрел, как будто по шаблону читают про характеристики трактора, какой он хороший. Ну а так, в принципе, я не знаю, мне не с чем сравнивать с другими тракторами, с китайскими. Так как, в принципе, у меня этот трактор вообще да, в принципе, я вообще, грубо говоря, в прошлом году занялся только сельским хозяйством. Для меня это немножко чуждо было. А сейчас вот за год немножечко обустраиваемся, скажем так. Поэтому вот сравнивать не с чем, но из того, что я могу понять, из того, что я хотел добиться от трактора, то есть я от трактора добился, в принципе, не жалею, не жалею о покупке. Да, хотелось бы, конечно, чтобы он немножко дешевле стоил, но за эти деньги можно было, конечно, взять хорошую бэушку МТЗ, но что-то, что там китайские запчасти уже, что тут, как бы, ну, в интернете я смотрел, вот завод именно Шифинг, очень огромный завод, как бы они делают не только трактора, делают там и тягачи, самосвалы, и там всякие машины, такие для промышленных целей, там, не знаю, такие маленькие грузовички и так далее. Вот, посмотрела как бы на этот завод, ну, поэтому, как бы, да, я выбирал там между этим китайцем, там еще каким-то. И вот все-таки остановился на Шифинге. В принципе, не жалею, повторюсь, пока все устраивает, как работает, все устраивает. Эти вот мелочи, недостаточки устранить. Вот еще какую-то пробку. Ну, пробку эту я тоже сейчас склеил. Лежит склеенная клеем высоко, как там, ну, который выдерживает высокие температуры. Пока не найду другого решения. Конечно, та пробка это или выточу сюда, или найду, может, по диаметру какой-то болт, там, я не знаю, или крышку где-нибудь на разборке. Но, конечно, ладно, это все ерунда. Ну, в общем, как-то так. Ну, вот такой вот обзорчик получился. На ваших глазах произошла несподяночка. Вот, поэтому, ну, трактор нормальный. На этом буду заканчивать. Мира всем, добра, любви, удачи, счастья, хорошего настроения. Пока.